Хочу рассказать вам одну дурацкую историю. Это случилось 1 декабря. Я въезжала в Индию со своими девчонками, и мы стояли в огромной очереди на паспортный контроль. И все мои девчонки знают английский, и я себя чувствовала очень спокойно. Я знала, что если будут какие-то вопросы, то со мной Анечка Кучина, она знает все ответы, все адреса, пароли, явки, поэтому стояла очень расслабленно. И тут до нас доходит, что что-то он такое громко объявляет, один индус. А это 4 утра, и он что-то повторяет, second visa. И наконец, я говорю, девочки, что он там говорит? Они говорят, а он говорит, что если вы 2-й раз въезжаете по визе, то вам не сюда в очередь, а вот туда. А я 2-й раз въезжаю по визе. Ну, я собираю свои вещи и иду без очереди, потому что там никого нету. Иду на паспортный контроль. И уже по дороге на этот паспортный контроль я обращаю внимание, что я иду походкой какого-то, какой-то жужи. Я какая-то, знаете, иду, загребаю ногами, какая-то несуразная. Я бы назвала это чучко. Вот такое. Как-то девчонки потом придумали название, оно было очень классное, но сейчас я его не могу вспомнить. Для меня это такая жужа. Я не могу, я себя пытаюсь остановить, взять в руки, стать снова красивой, сексуальной. Я же иду к пограничнику, я должна быть во всеоружии своей сексуальности, а я не могу. А идет вот это чучко. Сумки тут падает, тут что-то там шнурок развязался. Но главное, походка, девочки, что-то такое несуразное. И я еще успеваю подумать, что девчонки там смотрят на меня, и я, наверное, выгляжу ужасно. И, наверное, не в смысле ужасно, в смысле некрасивая, не сексуальная. И я пытаюсь взять себя в руки, и оно как-то не берется. И расстояние слишком маленькое, я не успеваю. Короче, я вот в этой жуже и прихожу под паспортный контроль. И он меня подзывает, потому что очереди-то нет, я даю паспорт. По-моему, там что-то еще показываю. Он мне что-то спрашивает. А что эта жужа понимает? Она же тупая, как угол дома. Он мне что-то спрашивает. Чё? Он мне что-то по-английски спрашивает. Я ничего сделать не могу. Я понимаю, что сейчас меня не пустят. Что я не узнаю, нет, он для меня просто, я английский плохо знаю или вообще не знаю, но на паспортном контроле я его понимаю, то есть у меня все включается, все резервные силы организма, и я понимаю все, но здесь я ни одного слова не узнаю. И что? Он говорит мне, короче, смотри вот сюда. А теперь пальчик сюда нажал. Нет, не вот так. Нет, это вот этот. Нет, а вот этот пальчик. Вот этот пальчик, вот это. О, вот, нет, не так. Вот так. О, все. И держи вот так. Ага, все, не отпускай. Держи. Ага. Молодец. Пальчик через 5 минут наконец я смогла поставить пальчик. И я понимаю, сквозь эту жужу, что это единственная моя субличность, которая могла пройти через этого пограничника без вопросов. Что где-то еще там моя психика или мое божественное уже все просчитала, что пройду я только к этому человеку, что там сидит 2, к тому я не попаду, там есть люди, я к этому попаду. И оно еще там успело просчитать, что он совершенно толерантен, или даже другое слово, он совершенно безоружен перед тупыми женщинами.
что он думает о женщинах, что они, ой, они вообще такие коко, они вообще такие без мозгов. Он так думает о своей маме, о своей жене, о своей дочери. И потому что они коко и без мозгов, он такой важный и нужный. И это его делает очень сильным, очень довольным жизнью, потому что они без него никак. Потому что он их Бог и Царь, что бы они без меня делали? Это растит его самооценку, самолюбие. Откуда я это знала? Я его не видела, у меня плохое зрение. Но моя психика или божественная, или бессознательная, это все синонимы. Еще метров 15 просчитала, что только Коко сможет пройти сквозь этот щит. Без вопросов, без слез, без 38 раз спросить, что это и как. Просто легко. Коко, проходи. И когда я проходила уже с визой, со штампелем, я еще была вот этим Коко. И как только я прошла и вышла, я тут же стала той самой сексуальной, с внимательным взглядом, красивой Дианой, которая села еще минут 30, ждала девочек, которые стояли в очереди. Для меня эти 30 минут были размышлениями о том, что я никогда бы не выпустила эту субличность. У меня она стоит в тени, в том, что так нельзя проявляться, что надо всегда быть красивой, сексуальной, ухоженной. А вот это, непонятно что, я не могу быть такой, так нельзя проявляться мне. Но великое женское знает, когда какой женщине надо быть. И вот когда ваше это великое женское любит вас, вы всегда проявляетесь правильно, даже если вы не согласны с этим. И вот эта история, иллюстрация к моему рассказу о сексуальности, что когда ваша сексуальная часть должна проявиться, она будет проявляться. Когда ей не место будет, она не будет проявляться. Но вначале ее нужно открыть, вынуть, гипертрофировать. То есть открыть, вынуть, реанимировать и немножечко усилить. Гипертрофировать – это усилить немножко больше, чем нужно. И поэтому следующий месяц у вас, может, будет чуть больше сексуальности, чем вам нужно будет для вашей реальной жизни. Но это чуть больше просто для того, чтобы она напиталась и наполнилась. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.